Жанна мне показывает картину, как здесь все это выглядело. Здесь ничего не было вокруг, кроме как вот этого здания, в котором, опять же, мы сейчас находимся. Это были британские аристократы, которые здесь все это дело построили. Классный город, море, близко к Лондону. Можно брать дополнительно, даже вязание есть. And then to see now that we have 250 students from all over the world. Но у тебя арт — это твой такой, как бы, главный, да, предмет, который ты делаешь больше всего? Нет, у меня биология главный предмет. Серьезно? Да. This beautiful location. So we have the South Downs, we've got the sea, and then we have the city very close. И мы тут делаем, совершенно другие вещи по сравнению с русской школой, да? Yes, we have a native Russian teacher, yes, and she teaches beginner Russian. Вот, ребят, пожалуйста, есть лазер-каттер, то есть это лазерная резка, резьба по дереву. Вот можно тоже увидеть здесь всякие разные штучки. Тут программа более структурированная, и тут больше возможностей там делать какие-нибудь эксперименты, больше опытов. Вот смотрите, здесь море идет, и чисто для велосипедов. Велосипедная дорожка вдоль моря. Брайтон. Это популярное место для обучения. Здесь оживленная культурная атмосфера, прекрасное расположение и разнообразные возможности для студентов. Город динамичный, креативный и открытый для молодежи. Я покупаю билет на поезд и отправляюсь на южное побережье. Будем смотреть школу, познакомимся с учениками и узнаем, чем Брайтон так хорош для обучения. Мы договорились с Ариной, нашей студенткой в Oxford International College, чтобы она показала мне, где она учится и как живет. Из Лондона я ехал со станции Виктория сюда, в Брайтон, ехать час. Да, посередине у меня был аэропорт Гатвик. Если вы прилетаете в Гатвик, сюда до Брайтона добраться 30 минут. Из Лондона, Лондон, Брайтон, час. Вот в таких аппаратиках можно купить билет. Сразу же, очень просто, очень быстро. Вот такой вот симпатичный вокзальчик. И сейчас я еду в школу, еду дальше в школу, надо взять только кофе. Отличная атмосфера, я рад быть в Брайтоне, много раз здесь был. Классный город, море, близко к Лондону. И один из первых своих вообще английских приездов. Да, первый раз, когда я приезжал в Англию еще много лет назад, почти 20 лет назад, я тоже был в Брайтоне тогда. Just here, yeah. So first time. Thank you very much. Невероятно просто. Вот приехал на вокзал, в принципе вы все видели сами. Вышел, просто 50 метров вперед, остановка называется Stop D. У меня автобус номер 14. И сейчас я с вокзала подъеду прям к школе. В Брайтоне находится несколько известных учебных заведений с современной инфраструктурой, где можно изучать широкий спектр академических программ. Наличие большого количества студентов делает Брайтон культурно разнообразным, с активной студенческой жизнью. Мероприятия, фестивали, выставки, кафе, бары, клубы, творческие площадки, масса возможностей для отдыха, общения и проведения досуга. Брайтон расположен на южном побережье Англии. Его пляж – одно из главных преимуществ. Здесь многие занимаются спортом, включая серфинг, бег, велоспорт, йогу на открытом воздухе. Когда выезжаешь из Лондона в Англии, эти английские городки небольшие или деревушечки такие вот просто нереально милые. Очень мне нравится.
Это, получается, самое главное здание школы. Вот, тут ресепшн, учителя. Мы в главном центральном здании. Здесь на экранах показывается, что происходит в течение недели. Вот, допустим, так, поменялось немножко. Здесь показывают, ну, в общем, что будет, какой каждый день происходить, для какого года студент. Ну, то есть студенты делятся по годам, понятно. И вот, допустим, будет завтра, во вторник, 8 октября, мобильный планетарий. То есть сюда приезжает планетарий, все это будет происходить здесь. Вот. И сейчас я в таком холле, вот эта лестница, красивое окно. Все это отреставрировано, понятное дело, но при этом, то, что у школы есть современная часть, и у школы есть вот эта вот историческая ценность. That's an old picture of the manor house. But, yeah. Да, вот Жанна мне показывает картину, как здесь все это выглядело. Здесь ничего не было вокруг, кроме как вот этого здания, в котором, опять же, мы сейчас находимся. Это были британские аристократы, которые здесь все это дело построили на картине. Хотел сказать фотографии, да, но кто бы делал тогда в 18 веке фотографии. Здесь до сих пор коровы остались. Еще важный момент про вот это вот центральное главное здание, красивое. Здесь же находится и ресепшн. Если приезжают родители или студенты на визит, посмотреть, часто организуются визиты, кстати, в школу можно приехать, посмотреть учебное заведение до того, как там будешь учиться. Я, кстати, настоятельно рекомендую это сделать. Вот это будет происходить изначально. Родители приезжают сюда. Здесь происходит, вот видите, ресепшн, здесь же административные офисы находятся, здесь же дайнинг холл, ну, столовая, да, по-нашему, где кушают. Ресепшн, здесь нужно записаться, потом сфотографироваться. Вот на такой штуке вас фотографируют, sign in делаешь, здесь записываешь, кто ты, что ты, к кому ты пришел, для чего ты пришел. Вот, тебя фотографируют автоматически, вот эта штучка. Ну и дальше уже идешь на тур. Можно посмотреть на карту, еще я нашел карту. Значит, приблизительно, что здесь есть. Потому что, ну так, чтобы больше вы имели представление о размере школы. Вот мы сейчас находимся в центральном здании, которое под номером 1. Да, и вот так выглядит территория школы. Вот это вот. Все здания. Мы сейчас вот здесь вот в центральном. А у тебя уроки проходят в этом здании? У нас два учебных здания. Это вот это, второй этаж учебный и первый тоже. У нас там проходят экзамены обычно. И второе здание это Гильбер, там все классы. У тебя GCSE сейчас или A-Level? Да. GCSE, да? А что ты делаешь на GCSE? Я выбрала историю и арт. История и арт? Да. А вот то, что делала в Оксфорде? Ты до этого в Оксфорде училась? Да. То же самое. То же самое. Да. Расскажи разницу, вот, допустим, Оксфорд и Брайтон. Ну, у нас, наверное, больше популярен, ну, знаешь, когда там про Англию говорим, Оксфорд, нет? Да. А вот ты начала с Оксфорда, но при этом перешла сюда. Почему? Потому что я решила, что это более новый филиал и будет больше возможностей. И я думаю, что на данный момент учитывается мнение учеников больше, чем в Оксфорде, потому что им важно, чтобы нам было комфортно, это новое заведение, так комфортно, и тут природа вокруг. Тебе нравится, Вот, да? А там да. городской кампус, да, был? Да, городской кампус и очень шумно, на самом деле, я больше так люблю тишину. Что здесь в Брайтоне? Ну, как бы, мы чуть-чуть не в Брайтоне, Да, получается. мы чуть-чуть так, А ты минут больше 20 от центра. В течение дня, недели вы выезжаете в город или вы здесь находитесь больше? Нет, нам не разрешают выезжать, вот 11 классом как раз-таки. 11, 12, 13 можно выезжать каждый день. С понедельника по пятницу, то есть в рабочей неделе нужно быть в 8 обратно, и в субботу-воскресенье ты можешь в любое время приехать, в любое время уехать. Really safe location here where they're all on one campus and we really develop that sense of community. And I think that's probably slightly different to Oxford where we've got older students who are a little bit more university ready. Ты кушаешь здесь? Я тебя буду направлять. Ну, я тут, а обеду я не тут, я обеду в кафе. А кафе это в городе? Нет, это у нас библиотека вся, там на втором этаже у нас кафе и common room. А еще одно кафе, есть большая столовая, есть еще одно кафе на втором этаже, но, честно говоря, не маленькое, похоже еще такой на лаунж-рум, лаунж-зону, здесь тоже дают еду, только что закончили, 10 минут назад закончили сервировать это дело. Вот так это выглядит, пионерское кафе. Я, кстати, не все могу показывать, мне нельзя снимать студентов, только с их согласия, но когда большие группы, нужно
спрашивать, можно ли ребята поснимать. Вот здесь все строго с этим. Как тебе еда вообще здесь? У нас, получается, 3 выбора еды. Первое это, у нас, во-первых, есть, оно делится на вегетарианцев и обычную еду. И первое это обычно мясо с каким-нибудь рисом, что-нибудь такое. Потом второе это паста с каким-то соусом. И третье это тайская еда. Тайская? Да. Не китайская, а тайская. Да, тайская, потому что в прошлом году, когда мы только открылась школа, у нас была только китайская еда, она была очень острая. И даже, азиатские люди не могли ее есть, к сожалению. This is for the lunch or for? Yes, this is for the lunch. This is quite big potato. It comes from region, or you order them from I don't know. British potato, I believe it. Ну, хорошо, очень даже хорошо. Такой шведский стол. А, кстати, вот насчет спорта, что, вот чем ты занимаешься, что здесь есть, что можно делать? У нас есть футбольное поле, у нас есть баскетбольное поле, у нас есть волейбол, бадминтон. Кстати, очень такой классный современный спортзал. Иметь такой спортзал у себя прям на кампусе очень, очень классно. Мы выезжаем из школы по пятницам на физкультуру, едем на другой спортивный комплекс, чтобы профессионально поиграть в баскетбол, волейбол, бадминтон. Вы сотрудничаете еще с другим комплексом, да, каким-то Ну да, спортивным? спортивным, да. Очень прикольные здания такие. Ну, они вроде как бы современные, но отреставрированные, да? Старенькие, но отреставрированные такие. Ага, спасибо. Классрум блок, вот мы видим. Сейчас мы зашли вот в учебное здание. They've already finished the practical now. Things that you do. Have you got your sketchbook? Что такое скетчбук? Это получается, это то, ради чего мы работаем, это ты сдаешь в GCSE комиссию, и тебе ставят оценку. Тебе дается определенная тема. У нас в этом году эта тема заполненной, переполненной. Вот. Но у тебя арт это твой такой, как бы, главный, да, предмет, который ты делаешь больше всего? Нет, у меня биология главный предмет. Серьезно? Да. Но ты вот потом планируешь, после A-Level, ты планируешь делать арт или биологию? Что ты думаешь? Я думаю, то и то делать. Одновременно? Да. А что у тебя вот арт включает? Ты делаешь, значит, рисуешь, делаешь скульптуру, архитектуру У или меня что? была резьба по дереву с... Там вот машинка есть, она, получается, ты сначала режешь по дереву, потом наносишь туда инк, потом как-то... Что в ручке у нас? Чернила. Чернилом, да, уже русский забыла. Что еще здесь можно делать? Вот арт, скульптуру, ты говорила, да, архитектуру? Да, архитектура у нас мальчик делает, вот, ему, получается, дает какой-то предмет, и он там ездит по храмам, по Брайтону, в принципе, во время урока рисует архитектуру. В Брайтоне интересные вообще места в плане там арта, галереи каких-то? На самом деле, да, Брайтон, в принципе, такой очень творческий, то есть город много каких-то настенных рисунков, граффити. Один из самых узнаваемых символов Брайтона – брайтонский пирс. Раньше этот пирс использовался для круизных поездок и танцевальных вечеров. Сейчас же здесь всегда полно людей, есть чем заняться, и на пирсе вы найдете кафе, магазины и парк аттракционов. Ни много ни мало, этому пирсу уже 125 лет. В самом сердце города один из самых необычных дворцов в мире – это Королевский павильон. Внешне он чем-то напоминает индийский дворец.
Внутри него китайские интерьеры. Этот павильон был построен для короля Георга IV в конце 18 века. Брайтон тогда считался модным курортом. Сейчас здесь работает музей, а некоторые залы можно арендовать под свое мероприятие. А еще Брайтон отличное место для шопинга. Одно из лучших мест — это район Лейнс. Целый лабиринт из узких улочек, где можно найти винтажные бутики, антикварные лавки и дизайнерские магазины. Здесь всегда можно найти что-то прикольное, от старинных украшений до модной одежды. Лейнс известен еще с 17 века. И не забудьте заглянуть в местные рестораны. Брайтон — это курорт, к тому же находящийся на море. Здесь отличные морепродукты и прекрасная кухня. Мы сейчас на E-Lab, и у меня сейчас 5 предметов: химия, биология, физика, математика, французский. Как выбирали школу? По каким критериям? Что хотела найти? Нам очень понравился кампус здесь, потому что он красивый, вот, и море рядом, и холмы тоже, и, соответственно, все очень новое. Как вообще Брайтон для жизни? Мы как бы в Брайтоне, и мы немножко не в Брайтоне, да? То есть мы за Брайтон, мы не совсем в городе. Вот как тебе здесь жить и учиться? Мне очень нравится то, что мы именно за пределами Брайтона. Опять же, из-за того, что тут деревня, тут спокойно, очень хорошо, свежо. Брайтон мне тоже нравится. В городе есть все, что нужно. Туда можно здесь прогуляться. Поэтому... А у тебя тоже A-Level? Да. И сюда, когда переводилась, нужен был какой-то английский уровень сдавать? Вот, тебя проверяли какие-то тесты или что-то делали? Ну, я так же, как Паша, сначала отучилась в GCSE, то есть я именно на GCSE поступала, и мне только понадобился mock IELTS, поскольку в России нельзя делать обычный IELTS. Я сделала mock, и этого было достаточно. А здесь помогает вообще выбирать учебные заведения потом? Или вот помогает тут как-то, допустим, если что-то не получается, там, с предметами или что-то думаешь, есть кто-то такой персонал? То, что я заметила, то, что здесь довольно настрой к Оксбридж, то есть хотят все-таки, чтобы мы целились на Оксфорд и Кембридж, как на такие высшие университеты. Но при этом, да, если, например, в этом году мы будем получать predicted grades, если по predicted grades мы не можем поступать в некоторые университеты, то там, да, будут рассматриваться другие варианты. Но как вот у всех ребят, которые сейчас подаются, то есть Year 13, они все, то есть целятся на Оксфорд и Кембридж. А есть у тебя, помимо вот предметов, которые ты берешь, какие-то дополнительные, там, clubs, activities, что делаешь? Да, в прошлом году я делала многие, но в этом году я беру... Мы вместе ходим на астрофизику, у нас есть клуб. Я хожу также на арт. Также есть спортивные дополнительные занятия. И APQ, довольно важная вещь. Мы еще не начали, но 13-й год уже делают это как... Я не знаю, вы знаете про APQ? Рассказывай. Extended Project Qualification. То есть это как бы не 5-й предмет, но это как половина A-level, они говорят. Вот, то есть это такой большой проект, который ты начинаешь в 2012 году, и он может тебе помочь поступить. У Норданглии есть вот MIT сотрудничество, да, с MIT. Да. И здесь они как раз вот тоже помогают вам, да, вот MIT челленджи сделать. Расскажи, пожалуйста, вот про вот это, вот, как это устроено, что за челленджи такие? Ну, на самом деле, это в основном все-таки student-led, то есть мы сами за это отвечаем. У нас есть человек в школе, вот, который ведет эти MIT challenges. Он нам рассказал про саму идею, то, что нам нужно сделать. Это там придумать проект определенный, на определенную тему, и потом его надо будет развивать и представлять. Какой у тебя проект вот в этом MIT Challenges? Или что за проекты вообще у вас бывают? Ну, у нас тема сейчас такая, что, в общем, надо выбрать что-то, что можно улучшить с помощью AI. Вот, мы решили делать такой проект, не такой глобальный, более что-то местное на кампусе. Вот, это про карточки, потому что у нас есть такая проблема, если ты забываешь карточку в комнате, да, ты уже никак в неё не попадешь. А если ты, условно говоря, один в коридоре, у всех урок, то ты заперт. И это очень грустно. Нужна ли какая-то посещаемость, знаешь, вот, чтобы минимальный уровень был? Как они следят за этим?
У нас регистрация каждый урок. В начале урока мы каждый раз регистрируемся. И если ты не приходишь на урок, потому что регистрация она происходит после 5 минут урока, потому что она может опаздывать максимум на 5 минут. Вот, если не приходишь, тебя ищут учителя, тебе ставят демерит, то есть замечания. Поэтому мы решили подумать над программой, которая будет как раз-таки открывать дверь твоей комнаты на определенный срок маленький, вот, чтобы можно было зайти, взять карточку и уйти. Вот рассказывали ребята про дополнительные activities. Вот, пожалуйста, Super Curricula. Мы говорили про MIT Challenges. И вот это вот весь перечень всего, что можно брать дополнительно. Даже вязание есть. Понятно, спортивные всякие разные дела. Креативное письмо есть. Танцевальный клуб. Рисование, науки, спортзал с тренерами, супервайзер, джим. Много-много всего. Healthcare — это забота о здоровье, биологические науки. В общем, очень-очень много. То есть вы сами видите перечень всего этого дела. Если нужно узнать перечень, спросить, что можно, что нельзя, вы всегда можете к нам обратиться, написать SMAPS. Все контакты в видеоролике, либо просто заходите на сайт SMAPS Education. Я, насколько знаю, нам же перед тем, как мы поступаем в университеты, нам наши strategy-тьюторы должны написать характеристику. Вот. И нам говорили, что вот эти экстракуррикулярные клубы, они часть этой характеристики. То есть наши учителя будут писать, что вот, мы интересуемся в том-то, том-то, том-то. По-нашему это можно назвать как комната трудов. Вот, ребят, пожалуйста, есть лазер-каттер, то есть это лазерная резка, резьба по дереву. Вот можно тоже увидеть здесь всякие разные штучки. Здесь же проходит робототехника. А если сравнить с твоей предыдущей школой, предыдущим бордингом, как вообще вот это вот тебе, что можешь сказать? Ну там были все комнаты индивидуальные, то есть ты живешь один. Вот, а тут можно подложить. А у тебя кто соседка? Из Китая девочка. Из Китая, да? Да, азиатка. Да. Но вы нормально с ней? Мы с прошлого года вместе, поэтому ты не новый студент, поэтому да. Это общий зал. Здесь два дома. В школе есть два основных дома, где живут студенты. Называем их школьниками, студенты, как хотите. Вот и так выглядит один common room. В другом мы уже с вами были. Здесь же проходят дополнительные экстра занятия. То есть у вас есть книжки, которые на более высоком уровне. То есть вы можете позаниматься дополнительно. Ну вот как говорит Джоанна, что они как бы не ждут того, чтобы ученики учились там до 5 утра, чтобы у них также было и свое свободное время. И здесь также есть дополнительные занятия, к примеру, по ментальному здоровью, ну, чтобы у тебя не было стрессов, да, то есть когда ты постоянно находишься в стрессе, это негативно влияет на твое обучение. Плюс вот о чем мы говорили ранее, что здесь проходит каждую неделю тренировочные экзамены, то есть это экзамены не на оценку, но при этом, когда ты делаешь таких экзаменов, ну, скажем так, 20-30 штук, для тебя просто, уже когда приходит настоящий экзамен, ты уже готов, для тебя это просто как бы как очередной экзамен, да, то есть практика делает из человека совершенство, да, скажем так, practice makes perfect. Здесь есть определенный подход, стратегия к тому, как грамотно потом поступать в университет, ну и как бы делать то, что ты хочешь. So we offer obviously all the core subjects, so English, maths, the 3 sciences, and then there's subjects that students would choose at GCSE, the option subjects. We
give students a chance to try them all in Year 9. So they will do history, geography, drama, art. They will do a language, so at the moment it's usually Mandarin or Russian, but of course if you're a Russian speaker we'll get you to do Mandarin to try something new. We offer the other languages as well, French, Spanish, they are extra. И мы тут делаем, совершенно другие вещи по сравнению с русской школой, да. Тут биология лучше развита, чем то, что было у меня. Тут программа более структурированная, и тут больше возможностей там делать какие-нибудь эксперименты, больше опытов. Я полностью согласна, что более структурировано именно здесь. Но как бы у нас есть, поскольку я была в общеобразовательной школе, у нас был как бы единый curriculum на буквально половину страны. Все учатся примерно одинаково, но при этом не чувствовалось, что именно структуры такой, как таковой не было. Здесь ты знаешь конкретно, какой экзамен ты сдаешь, ты знаешь конкретно, какие там нюансы, и учителя с этим тоже помогают. Они именно направляют тебе, чтобы ты знал, что от тебя хотят экзаменаторы. Вот. В этом плане мне это очень нравится, потому что, так спокойнее учиться. Знаешь именно то, что ты делаешь. Выезжаешь из города, вот эта дорога идет, и мы уже за городом. Сразу же рядом идет дорога для велосипедов. Мы уже за городом. И посмотрите, показывает здесь вот, допустим, City Center, центр города, 12 минут на велосипеде. Вот, и пошла туда дальше велодорожка. И вот так вот идет вдоль моря. Вот смотрите, здесь море идет. И чисто для велосипедов. Велосипедная дорожка вдоль моря. И сейчас я еще покажу одну штуку. Тоже очень классную. Как сделано. Здесь дальше никаких машин. Туда тоже вниз спускается дорожка. И там идет дальше дорога. Тоже вот вдоль вот этих утесов. Идет дальше дорога. И люди гуляют, бегают. А вот здесь вот это яхтовый городок. Короче, видите, как сделано? То есть у вас паркинги прямо на воде, сделаны паркинги, потом дальше у вас там домики. То есть люди, которые приезжают на яхтах, у них есть домики. Вот тут это все на воде построено. Вот. И там же стоят лодки дальше. Очень-очень классно. Море. Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря. И веришь, что свободен ты. И жизнь лишь началась.